Привет, друзья! Меня зовут Павел, вы на моем канале о каминах. И сегодня я расскажу вам про чугунную каминную топку, которая из Франции, Invicta Milos. Поехали! Milos — это эволюция Promo 700. Когда-то была такая каминная топка, очень популярная в Беларуси. Я не знаю, каким количеством она продавалась, но я думаю, что в Беларуси реализовано больше 1000, это 100%. Производитель переработал дизайн немного. Казалось бы, что здесь менять, но тем не менее дизайн стал более угловатый. Несмотря на то, что он в принципе сам по себе-то классический камин, да, вот эти вот петли внешние, рукоятки, которыми мы закрываем дверь, за которую открываем дверь, все это явный намек на то, что это классический камин, и для современного интерьера я бы его точно не ставил. Тем не менее, производитель кое-что додумал, доработал. Вместо пластиковых вот этих рукояток он поставил из нержавейки, и топка сразу такой вот благородный вид появился, за них приятно брать. Кстати, был у меня клиент, который говорил: а мне не нравится, вот мне хочется, чтобы они были черные. Не проблема, мы их для вас покрасим. Вот, покрасим, и будут они черного цвета. Она легко откручивается, и доказать, что это действительно нержавеечка. Вот такая вот штучка, увесистая, приятная в использовании. Я хочу отметить, что Milos — это топка бюджетного сегмента, да? Но когда вы покупаете каминную топку Invicta, вы всегда покупаете качественное литье. Вот, стоит об этом помнить. Invicta на рынке каминов игрок с историей. И литье происходит реально во Франции, то есть это 100% французский, европейский продукт. И качество литья всегда на высоте. Milos не исключение, хоть это и бюджетный сегмент. По ширине топка 69 сантиметров, это вот по раме. Высота 52, кстати, у Promo 700 было вот прям в точности все то же самое. Ширина стекла 53 сантиметра, высота стекла 35 сантиметров. У топки 110 килограмм массы, и эта масса — это все чугун. Это вот, знаете, сейчас стало появляться на рынке много топок, где они вроде чугунные, но какие-то элементы есть стальные. Каминный зуб начали часто делать из вермикулита, то здесь все из чугуна. Все из чугуна, кроме, наверное, вот этого вот ящика для пепла, который всегда, в принципе, стальной у всех. Подача воздуха в камеру сгорания. В камеру сгорания воздух подается из 3 мест. Это снизу через сквозняковую решетку. Далее, второе место — это дождь газов, вот через вот эти отверстия. И третье, воздух подается сверху через щель между стеклом и рамой двери. Такое достаточно стандартное решение для бюджетного сегмента. Здесь отсутствует шнурик.
вот, и воздух таким образом попадает в камеру. Выхлопной патрубок чугунный 180 диаметра, помните об этом, 180 диаметра, да? В него интегрирован шибер. Вытягиваем, открывается, задвигаем, закрывается. В рукоятке есть отверстие для того, чтобы вы могли использовать вот этот вот крючок. Когда топка разогретая, вы делаете эту процедуру им. Крючок поставляется в комплекте. Более того, он же для того, чтобы регулировать интенсивность горения. Вот здесь вот такая выемка. Регулируем. Вот, есть дымосборник ребристый. Кстати, эта топка, я ее уже несколько раз на объектах топил, она вообще не дымит. То есть вот ее открываешь дверь, она дым не подкидывает. Сконструировано хорошо. Так, что мы видим? Мы видим вот эти два отверстия, это дождик газов, который мы никак не можем регулировать. Всегда воздух сюда поступает, мы не влияем на процесс горения. А вот это вот тот самый патрубок, в который мы подаем воздух извне, с улицы, он диаметром 50 мм. Очень удобно, большое спасибо производителю. Реально сэкономил вам где-то порядка 100 рублей. Кстати, пару слов про корпус. Корпус у Милоса сборный. Вот он вот стянут на таких вот шпильках. Загерметизирован герметиком. Все как бы, все традиционно, ничего необычного. Как я уже говорил, регулировка подачи воздуха снизу, это вот такой вот рычажок. Это решение переработанное, у Промо это было совсем другое решение. Скажем так, что это такое более современное решение. Что мне нравится? Мне нравится, что здесь есть плюс-минус, то есть производитель позаботился о том, чтобы вы всегда помнили, где открыто, а где закрыто. Интуитивно понятно. Второе, что мне нравится в этом решении, это вот протяжный такой вот ход. Прям вообще шикарно. Вот, не эти маленькие писюлечки. Ну и возможность не трогать его руками, потому что он после длительного использования разогревается, тоже удобно. Посмотрим, что находится внутри у каминной топки. Первое, что мы видим, это ограничитель дров. Достаточно симпатичный, на нем надпись Invicta. Далее это задняя стенка. У Милоса задняя стенка двойная, боковые стенки одинарные. На задней стенке вот такая вот буквочка V, это логотип компании Invicta. Как я говорил, Милос это 100% камин из чугуна, каминный зуб у него тоже чугунный. На боковых стенках располагаются в 3 ряда такие вот выступы. Это для того, чтобы вы могли приготовить еду. Вкладываете решеточку и готовите на 3 разных высотах. Очень удобно. Всегда можно покушать. Пепел собирается вот в такую емкость стальную. Обратите внимание, что проложен шнур для того, чтобы более четкая была регулировка подачи воздуха. Вот такой вот чугунный колосник. Ну, а здесь, собственно, мы видим, как открывается и закрывается отверстие подачи воздуха на горение. Дверь. На двери уплотнительный шнур. В принципе, такого неплохого качества. Вот, мягенький, все как надо. Под стеклом тоже уплотнительный шнур, кроме верха. Как я уже сказал, вверху его нету, а внизу и справа, слева есть. Дверь сделана достаточно аккуратно, легко снимается для обслуживания. Вот просто раз, с петель сняли и все. При этом помним, да, что есть топки, где дверь вообще не снять. Коэффициент полезного действия 76%. Топка относится к классу энергоэффективности А.
Также она проходит современные экологические нормы Экодизайн 2022. Номинальная мощность топки 10 киловатт, а это значит, что она способна отопить помещение до 100 квадратных метров. Ну, при высоте потолков 2,5-2,6 метра. Отдельно хочу сказать о дровах. Производитель пишет, и в принципе и я проверял. Производитель пишет, что максимальная длина дров, которую можно поместить в камеру, это 50 сантиметров. У меня есть 41, вот, я кладу, и места тут еще предостаточно. Я скажу так, что это не какой-то там урезанный, усеченный камин, это реально полноценный камин с полноценной камерой сгорания. Кстати, глубина от держателя дров до стенки 29 сантиметров. Вот такой вот каминный зуб. То есть не вермикулит, а чугунный. Чем чугунный лучше вермикулита? Скажем так, что если у вас дача, то я бы ставил топку с чугунным каминным зубом, потому что есть такая проблема у вермикулита, боится влаги, и если еще у вас особенно насадной дымоход и конденсат будет течь на вермикулит, рано или поздно он просто рассыпется и сломается. Чугун в этом плане более эффективное решение. Производитель в комплекте с топкой положил вот такую папочку, в ней инструкция, в том числе и по монтажу на русском языке. Вот такая вот рукавица фирменная, для того, чтобы вам было удобно дрова класть. Реально хорошая вещь. Очень хорошая, толковая вещь. Мечта Fireway. И вот такой вот крючок, как я уже говорил, шибер, регулировка воздуха. Безопасно, без ожогов. Почему нужно покупать Invictu Milos? Это один из самых дешевых чугунных каминов на сегодняшний день на рынке. Его цена 2173 рубля. А я снимаю ролик на дворе начала февраля 2023 года. Эта топка появилась на рынке, по-моему, года полтора назад и стала сразу популярной. Все помнят Прому, все помнят, что Прома стоила дешево, а работала очень хорошо. Вот, Milos не исключение, это преемник Промы. Мы уже ставили эти топки даже не несколько раз, не знаю, может 10 раз. Вот, по ним вообще не было никаких рекламаций, все клиенты довольны. Камин простой и очень удобный. Я бы еще отметил вот эту вот рамку, да, вот эта рамка, рама топки, за ней очень удобно размещать облицовку, потому что вот здесь вот просто не мешает вообще ничто, абсолютно ничто не мешает, то есть очень удобно. И у вас на фронте вот эта вот рама, которая прикрывает саму облицовку, вот эту щель. Понятно, что мы не можем вплотную сделать облицовку к топке, поэтому мы используем декоративные рамки, вот, либо вот как вот в таком случае располагаем за ней. Я надеюсь, было интересно, я надеюсь, было информативно. Подписывайтесь на канал. Подписаться нужно обязательно. Почему? Потому что эту топку мы потопим. Вот. Пройдет совсем немного времени и появится ролик, где именно эту топку я подключу к дымоходу и потоплю. А может быть, даже если повезет, мы еще и приготовим еду в ней. Внизу в описании есть ссылка на этот продукт, где есть актуальная цена. Вы эту топку всегда можете заказать, купить у нас. Все, спасибо, всем пока.